Произошло нечто невообразимое. Безбашенные разрабы решили сделать игру на Unreal Engine 5. Выпущен клон, ради которого игроки стали забрасывать доту. Культовая платная игра стала наконец-то бесплатной. Square Enix решила выпустить свой секретный проект даже в России, и многие другие новинки и безбашенные новости вы увидите в данном топе. Смотри видос до конца, не перематывая, подписывайся на канал, и мы начинаем. Открывает наш топ лучших новых игр на Android и iOS Golden Bros. В нем вы выбираете одного из 9 героев, у них свой арсенал пушек и скиллов. Сначала нужно пройти обучение, где игрок знакомится с изометрическим геймплеем, управлением, перекатами и атакой при помощи одного пальца. После этого нас присоединяют к матчу с ботами в формате 3 на 3. Кстати, одна из прикольных вещей – это наличие элементов из рогаликов, что позволяет прокачиваться в каждом матче в зависимости от ситуации на поле боя. К слову, сражаемся мы на небольших аренах, а в среднем одна сессия занимает не более 3 минут. За это время даже рандомы не успевают надоесть. В честь пробного запуска разработчики Golden Bros сделали несколько мини-игр, одна из которых это Runner. В нем мы не убегаем от зомби, а наоборот преследуем их и давим при помощи фургончика, отдающего вселенной Скуби-Ду. Но это не все. После того, как фургон переворачивается, мы сталкиваемся с мини-боссом в костюме игрока американского футбола. В общем, на экране постоянно происходит какая-то вакханалия, что для NFT проекта это очень необычно. Блин, кстати, да, вначале я забыл сказать, что играя в данный проект, вы можете получить крипту или NFT. Watcher Chronicles – мобильный проект, где мы играем за рыцаря, вращающего огромным мечом и стреляющим из лука скелетов и прочую нежить. Конечно, на пути у вас появятся огромные боссы, а некоторые пути ведут к секретным местам с ценными сундуками. У игрока имеются 3 полоски со статами – это здоровье, выносливость и мана. В данном проекте есть пробная бесплатная версия, но если хотите полную, то придется заплатить. По сюжету чистилище захвачено нечестивой угрозой, и некая группа падших пытается превратить его в новый ад. Из плюсов я отмечу локальный кооператив. Присоедините 2 контроллера к смартфону или планшету и проходите Watcher Chronicles с другом. Также в этой игре нужно прокачивать персонажа, при этом у вас несколько вариантов, что позволяет подстраивать геймплей под ваш стиль игры. Nightcore Kingdom – мобильный проект, который запустили на Android. В нем нужно молиться на редких вайфу, ведь именно они будут составлять костяк нашего отряда. Геймплей здесь разбит на биомы и миссии, перед которыми предстоит выбрать, кто именно пойдет защищать мир. Озвучка здесь японская, а текст английский. Что добит в Nightcore Kingdom, то они проходят в авторежиме. Мы просто вызываем из портала нужного героя и смотрим, как он уничтожает вражеских существ, а потом расправляется с башнями. Именно за последний пункт начисляется победа. Конечно, у ваших героев имеется и красочная ульта, во время которой все внимание переходит на выбранного персонажа. За победу мы получаем 3 звезды и материалы для прокачки. Разрабы обещают почти 60 оригинальных героев, разделенных на 5 классов. Схватки здесь длятся около 2 минут, а для победы в них нужно воплощать в реальность микротактику, то есть следить за мелочами и контролировать ситуацию. Eternal Evolution – мобильный проект, который доступен на Android. Информации о версии на iOS пока что нет. По задумке авторов, здесь мы должны проходить короткие миссии, где все решает общий уровень силы вашего отряда. Как и в Raid Shadow Legends, ваш успех зависит от автобитв, формации отряда и его уровня прокачки. За победой и каждый чих нам выдают награды, причем даже в АФК. Одна из краеугольных систем в Eternal Evolution – это полководцы. Их можно получить на базе, которая открывается после прохождения первой главы сюжета. Именно тогда вы получаете первого бесплатного командира. По мере прокачки у ваших героев открываются новые слоты для умений. Чтобы получить больше полководцев, разрабы рекомендуют проходить боссов в локации Sensaro Marsh или Mersh. Схема такая: чем выше сложность, тем более редкий командир попадется.
Streets of Rage 4 – кроссплатформерный beat-em-up, который знакомит новое поколение с классикой, а матерым волкам позволяет точечно настроить вид игры, чтобы вернуть тот самый 16-битный и пиксельный стиль. Проект выпустят в конце мая, но сейчас я хотел бы поговорить про дополнение Mr. X Nightmare. Оно будет платным, но, кстати, такая цена как минимум в 2 раза меньше, чем для ПК и консолей. Дополнение Mr. X Nightmare добавит 3 играбельных персонажей, режим на выживание с еженедельными испытаниями, новые приемы, кастомизацию персонажа, врагов и пушки. Правда, к сожалению, даже с этим DLC вы не получите мультиплеер на старте, его добавят отдельно в бесплатном обновлении. Далее по топу лучших новых игр на Android и iOS расположился Fairies Foster. В этой игре надо отстраивать свое жилище, которое по совместительству является общей столовой и кухней. Именно сюда приходят представители животного царства, чтобы покушать запеченную кукурузу. Чтобы собрать монетки на обустройство ресторана, в Fairies Foster игрок может участвовать в мини-играх. Одна из них — это раннер с несколькими уровнями сложности. Радует, что за это выдают не только звонкую монету, но и разные ингредиенты. Больше всего затрат уйдет на работников, которые различаются по уровню редкости и своим навыкам. Также деньги здесь нужны на обновление мебели. Age of Chaos – мобильная стратегия, которая доступна в Google Play Канады и в ряде других стран. В ней есть все, что ожидаешь от будущей Warcraft Mobile. Это схватки с нежитью, волшебный мир, улучшение королевства и рекрутинг новых героев при помощи молитв. В Age of Chaos отличный саундтрек, а также приятная графика, навевающая теплые воспоминания о Warcraft 3. Интересно, что битвы здесь бывают 2 типов – это классический RTS и даже Tower Defense. Помимо этого, разработчики добавили видео-вставки, текстовые диалоги и элементы из геостратегии. Вероятно, на первых порах у нашего королевства стоит магическая защита, а дальше нужно примыкать к альянсам и воевать за контроль над территориями. Что до нынешнего пробного запуска, то пока вы не можете выбрать орков или фантомов в качестве играбельной расы, доступны только люди. Trial Extreme Freedom – мобильный проект, который появился в Google Play. Это ранняя версия, в ней уже можно выбирать настройки графики и язык. Графика и геймплей просты до невозможности. Мы проходим отдельные этапы на горных мотоциклах, пытаясь перегнать противника-призрака. За победы нам выдают лутбоксы с материалами для прокачки, но на их открытие уходит время. Чем лучше сундук, тем дольше приходится ждать. Здесь есть мультиплеер, только вряд ли он синхронный. Вам просто нужно пройти этап за время. Гонки проходят в формате 1 на 1, у каждого участника имеется рейтинг. Чтобы постоянно выигрывать, нужно прокачивать свой мотоцикл и открывать новые модели. Главные показатели — это лошадиные силы, скорость, ловкость и маневренность при выполнении трюков. Разработчики обещают более 15 мотоциклов и 10 локаций. Crypto Golf Impact – это новый аркадный проект с возможностью фантомного заработка. Да, вы проводите время в игре, выполняете миссии, получаете награды, участвуете в PvP и выводите заработанную крипту в реальный мир. Если вы хотите получить максимум с Crypto Golf Impact, то нужно участвовать в ивенте со случайной раздачей токенов игрокам. Кстати, он продлится с 29 апреля по 12 мая. А если количество загрузок достигнет 250 тысяч, каждый получит число кристаллов, эквивалентное 10 баксам. Судя по описанию в Google Play, пока игроки в Crypto Golf Impact не могут обменять кристаллы на NFT, подобная фича будет доступна в будущих обновлениях. К слову, пока крипта Neopin, на которую обмениваются кристаллы, оценивается в 6,11 баксов и даже имеет тенденцию к росту. Может быть, это ваш шанс? Monobot – проект для ПК, который перенесли на iOS смартфоны. Информации о андроиде пока что ждем. По сути, это платформер с решением задач. Мы управляем небольшим и молчаливым роботом. Он умеет лазать по трубам и передвигать предметы. Сюжета как такового нет. Он подается через окружение. Если верить описанию, то главная задача — это найти свое истинное я. Робот Мона находится в мире далекого и мрачного будущего. Именно ему предстоит открыть тайны антиутопического мира.
Только вот не думайте, что в Monobot вы будете совершенно одни. На локациях могут встретиться роботы-убийцы, не принимающие инакомыслящих. Небольшая подсказка. Чтобы преодолеть сложные зоны, нужно использовать гравитацию и порой даже соображать на ходу. Еще стоит отметить отличное музыкальное сопровождение и проработанный мир, раскрывающийся на протяжении 7 глав. Echoes of Mana – мобильный проект, который появился в App Store и Google Play. Игра сияет во время боевки, которая выполнена в полуавтоматическом режиме. Например, герои из вашей группы сами подбегают к врагу, но при этом мы отвечаем за удары и использование скиллов. Сюжет Echoes of Mana раскрывается через видеовставки, сделанные на движке игры. Жалко, что анимации средненькие, зато локации и общий сеттинг так и отдает эпохой Super Nintendo. Особенно радует саундтрек, будто взятый из серии Legend of Zelda. Что до сюжета, то наши герои просыпаются в непонятном измерении, где ничего нет, кроме древа маны. Если ничего не сделать, то оно вскоре исчезнет. Главная цель — это найти меч маны, потому что он потерялся. Далее по топу лучших новых игр на Android и iOS расположился Петька и Василий Иванович. Это обновленная версия одного из лучших отечественных квестов, который вышел в 1998 году. Ё-моё. Несмотря на внешние изменения, игра не утеряла своего шарма. По сюжету в России идет гражданская война, а Петька с Василием Ивановичем не усмотрели за знаменем, его украли белогвардейцы. Измученные похмельем, они отправляются на вражескую территорию. Интересно, что данный проект совмещает в себе комичность и абсурдность ситуаций. Поэтому ждите не только аллюзии на исторические события, но и вторжение инопланетных захватчиков, разбуженных залпом с крейсера Аврора. Хотя и возрастной рейтинг здесь всего 12+, разрабы рекомендуют держать детей подальше от данной игры. Для установки вам потребуется минимум 1 гиг ОЗУ и 2 гига свободного места. This is the President – стратегия для ПК, которая появится на смартфонах 10 мая. В ней нужно распоряжаться ресурсами, обманывать, давать взятки и шантажировать политиков, чтобы за 4 года успеть внести некую поправку в Конституцию. Она даст вам неприкосновенность и скроет от лишних глаз серые делишки прошлого. Поигравшие отмечают, что игра зайдет фанатам сериала «Карточный домик» и серии игр This is the Police. Конечно, некоторые персонажи прописаны комично, но общей нити повествования это не рушит. Только после 3-го года на посту президента может возникнуть чувство дежавю. Игра не подкидывает уникальных событий, а со всеми механиками к этому времени уже разбираешься. В общем, вывод такой: This is the President — это что-то среднее между визуальной новеллой и симулятором. Далее по топу лучших новых игр на Android и iOS расположилась T3 Arena. Игра предлагает молниеносные схватки на небольших аренах, где геймеры разделены на 2 команды. В этом проекте множество режимов, по большей части проходящих в формате 3 на 3. В среднем матч длится 3 минуты, а автострельба поможет выйти в топ даже тем, кто далек от жанра геройский шутер. Тестирование T3 Arena уже проходит, но сугубо на Android, и судя по странице в App Store, можно назвать предварительную дату релиза. Это 26 мая 2022 года. А если вы хотите погамать в данный проект уже сейчас, то переходите по ссылочкам в описании. В моем телеграм-канале есть АПК на данную игру. Railbound – игра-головоломка с красочной графикой и музыкальным сопровождением при строительстве железной дороги. Вам нужно сделать так, чтобы вагоны добрались до головы состава. Проблема в том, что на их пути могут быть препятствия, плюс они пронумерованы, значит в хаотичном порядке их не загнать. Сейчас вы можете записаться на бета-версию Railbound, ссылочки будут в описании под видео. Разработчики обещают более 100 головоломок и визуальный стиль, как в комиксах. Также постепенно вы открываете новые механики, туннели, семафоры и так далее. Ну а для хорошего времяпрепровождения в Railbound имеются оригинальный саундтрек с успокаивающими мелодиями. Ну и ложка дегтя. Русской локализации здесь не ожидается, также в Steam нет намеков на мультиплеер, лишь частичная поддержка контроллера и одиночное прохождение ждут покупателей.
Catalyst Black – моба нового поколения, в которой вам не нужно ждать, когда все игроки соберутся, ведь вы можете влетать и вылетать из любой катки. Сейчас для игры проходит предрега на смартфоны через официальный сайт, а релиз состоится 25 мая. Ну и пока что есть небольшая надежда на запуск в России. Геймплей очень годный, у разработчиков на этот счет имеется своя философия. Игроки не разделяются на платформы, и они заслуживают лучшего управления и лучшей картинки на любом девайсе. Геймерам позволяют собирать, улучшать и кастомизировать свой обвес для уникального игрового стиля. На запуске в Catalyst Black будет более 30 пушек, 12 способностей, 15 аксессуаров и 6 форм монстра, в которого мы превращаемся после накопления энергии. Eggy Party – мобильная альтернатива Fall Guys прямиком из Китая. Для проекта запустили бета-тест с удалением файла после закрытия серверов. Пока из платформ можно подтвердить только Android. Что до времени проведения, то поиграть можно будет до 9 мая. Вы, братюни, сможете поучаствовать во множестве режимов. Причем ваш персонаж может не только бегать на своих двух, а еще ускоряться, принимая форму Соника Ежика, мчащегося по локациям. Конечно, чтобы всем было весело, разработчики Eggy Party добавили яркие цвета, бодрую музыку и сложные испытания. Ожидается, что в этом ЗБТ можно покупать внутриигровые предметы, хотя весь прогресс будет сброшен. Разработчики обещают, что это последний подобный тест, дальше только официальный запуск. Но и вишенка на торте, за участие вы получите памятные призы. Honkai Star Rail – это новый проект от Mihoverse, создателей Genshin Impact и Honkai Impact 3. Он привлекает красивой графикой, исследованием локаций и пошаговыми боями. Сейчас начался набор участников для ЗБТ. Записаться можно через официальный сайт, ссылочки на который будут в описании под видео. Здесь вас, братюни, ждут новые персонажи, карты и игровые механики. Ну а если сможете попасть на бета-тест, то сможете гордо называться первопроходцем. Набор в тестеры продлится до 15 мая, а для записи понадобится учетная запись Mihoverse. Уведомление с письмом счастья придет на электронную почту. Первопроходцам предстоит бродить по лабиринтам и решать головоломки, а местные бои не будут понятны всем. Project Eva – первая мобильная игра, сочетающая в себе элементы из survival игр, а также реалистичную графику. Еще бы, ведь ее делают на движке Unreal Engine 5. На нем даже сложно увидеть рабочие проекты на ПК и консолях, а современные азиатские MMORPG пока вовсю используют Unreal Engine 4. Судя по трейлеру, нам дадут открытый мир, который нужно исследовать на наличие экипировки и оружия. Это пригодится, когда вы столкнетесь с реальным врагом. Главная задача в Project Eva – это сражаться за некие эмберы, они также тлеющие угольки. По своей форме и виду они напоминают инопланетное устройство, которое позволит выжить, только к нему тянутся армии зомби. Узнать сюжет наверняка получится в ходе бета-теста, на который открыта запись через официальный сайт. Ссылочки я также оставлю в описании под видео. Project Winter Mobile – мобильный порт, который может выйти в ближайшее время. Сейчас для игры запустили раннюю предрегу на Android, информации о версии на iOS пока что нет. И судя по сообщениям в Discord, скоро состоится региональный запуск на Android через TapTap. Project Winter Mobile – это мультиплеерный проект на 8 человек, где жертвы должны выполнять миссии, а охотники всячески делать им подлянки и даже убивать. Если хотите стать уникальным, придется копить на скины или выбивать их через ивенты. Только вот пока не ясно, будет ли один аккаунт для всех платформ или Project Winter Mobile станет чисто решением для iOS и Android. Первая мобильная игра по Warcraft будет представлена 3 мая в 20:00 по МСК. Об этом Blizzard сообщил через свои соцсети. Сейчас издатель работает сразу над несколькими мобильными проектами по вселенной военного ремесла, и первый из них должен уже появиться в конце этого года. О подобном говорят полуофициальные группы, посвященные Warcraft Mobile, ссылаясь на финансовый отчет компании. К сожалению, пока что неизвестно, в каком жанре будет первая мобильная игра по Warcraft, но надеюсь, это будет нечто грандиозное, полномасштабная MMORPG или RTS с упрощенными механиками для сенсорных экранов. Конечно, ждать переиздания Warcraft 3 Reforged на смартфоны было бы глупо, но надежда умирает последней. По крайней мере, если это будет еще одна гача только с орками и дринеями, то некоторые фанаты серии будут расстроены.
Ну и финалочка нашего топа лучших новых игр на Android и iOS — это Project Rush B. Мобильный шутер, который по сеттингу и динамике напоминает Valorant Mobile. Если вы помните, то сейчас у этой игры много конкурентов, один из главных — это Hyperfront. В Project Rush B игроки разделяются на две команды в формате 5 на 5. Матчи проходят в привычном режиме разминирования бомбы. Радует, что карта хоть и маленькая, но локации большие и будто сделаны под консоли и ПК. Графика тоже доставляет, хотя много предметов и укрытий в стиле 3 коробки. Чтобы было легче в Project Rush B, вы видите своих напарников через стену. Интересно, будут ли подобным пользоваться читеры? Например, у PUBG Mobile только с обновлением 2.0 получится бороться с читами Wallhack. Матчи в Project Rush B длятся около 15 минут. Главная задача — выиграть 7 раундов из 13. Кстати, стрелять из снайперской винтовки здесь одно удовольствие. При этом, если она разонравится, можно подобрать оружие спавшего врага или просто раскиданное на карте. Ну и вишенка на торте — это поддержка 60 FPS. Ну а на этом, братюни, наш топ подошел к концу. Не забывай подписываться на канал, ставить лайк и писать свое мнение по поводу данного топа. Также смотри другие видосы на канале, там есть различные жанры: хорроры, игры для взрослых, лучшая графика, гонки и тому подобное. Зайди и посмотри. Ну а я вас всех крепко обнял, всем удачки, пока-пока.